Hey, всем привет! Я Химдпич, и сегодня решила вам показать свои почти основные материалы. Наверное, первое, что будет самым важным... Наверное, нет. Давайте не будем по важности, просто буду показывать то, что мне попадется под глаза. Первое, наверное, это карандаши. Обычные механические карандаши я также использую и просто карандаши, которые нужно затачивать, например, ножом или точилкой. Типа вот такие. Это, кстати, не поточный карандаш. Вот, например, поточный. Но бренд не имеет значения, потому что я покупаю просто не самые дешевые карандаши. Карандаши, которые сейчас я использую, это один цанговый карандаш с большим грифелем. Если честно, я не могу сказать точно сейчас, какой это размер грифеля. То ли 5,6, вроде 5,6. Я использую разный графит. Обычно это мягкий для большого карандаша. Тут, например, 8B. Часто использую 2B и твердый, то есть H. Использую я его для того, чтобы заполнять большие пространства, а также он дает возможность сделать экспрессивные и динамичные линии. Следующие карандаши, они уже более тонкие, это обычный стандартный размер 0,5. Этот карандаш я получила от мастера, который создает эти карандаши вручную. А это карандаш Tombow, который вы можете найти в любом магазине. Тоже размер 0,5, называется Zoom 707 Tombow Япония. Вот такой вот карандашик. По сути, это мои сейчас стандартные карандаши, которые я всегда с собой беру и которыми я всегда пользуюсь. Наверное, без них ни один мой рисунок не обходится. Раз уж говорим про карандаши, то можно бы сказать и про грифели для них, потому что я знаю, что у многих возникают проблемы с покупкой. Например, я всегда покупаю не самые дешевые, потому что не имеет смысла. Самые дешевые, они обычно быстро ломаются, то есть они не терпят абсолютно никакого нажима. Например, тут у меня есть от Pentel, от Brauberg, это канцелярский бренд, если не ошибаюсь. Где-то у меня были также стержни от Tombow, но их тут нету. Главное, не покупайте стержни, которые будут дешевле 100 рублей, потому что, как по мне, которые мне встречались, они были очень плохого качества. Следующее это ластик, обычный ластик, он выглядит примерно так. У меня от Faber-Castell, он уже такой грязный, не первый мой и не последний, потому что мне очень нравится их форма, и в целом мне просто он нравится, как он работает. У меня есть еще клячка, это такая мягкая масса, которую постоянно вну в руках, и по этой причине, видимо, я ее сейчас потеряла, потому что не могу найти. В общем, представьте здесь вот такой вот серенький комочек грязи, который стирает графит. Точилки. На самом деле, я люблю механические карандаши, потому что не нужно точить. Обычные карандаши нужно же точить либо точилкой, либо ножом. Нож у меня отняли последний раз, не буду рассказывать как. Вот, поэтому я решила купить точилки и не париться пока. Ножом будет это намного лучше, и многие художники говорят, что это правильно, но в целом мне удобно так, поэтому я никому не мешаю, и вы ко мне не лезьте. Давайте еще про карандаши, наверное, цветные карандаши, потому что это очень интересно. Кому? Не знаю только. Это обычные цветные карандаши, у меня сейчас на данный момент это от компании Brinzel. Brinzel? Я не знаю, если честно, как правильно это читается, поэтому вот. От Van Gogh. Это обычные цветные карандаши, не акварельные, то есть и они не размываются водой. Могу сказать сейчас, мне нравятся, наверное, больше карандаши Brinzel, чем Van Gogh, потому что, мне кажется, у них более качественное дерево, они проще затачиваются, то есть они реже ломаются, потому что с Van Gogh у меня, например, проблемы, часто обламывается сам стержень, ломается дерево, а с Brinzel такого не происходит. Что те и другие карандаши, они хорошо накладываются, и можно с помощью них создавать, грубо говоря, послойный рисунок и смешивать цвета только за счет слоев. Но в целом многие цвета и Royal Talens, именно Van Gogh, тоже способны создавать подобное. Что и у того, и другого бренда есть как более бледные цвета, менее насыщенные, так и яркие. Зависит ли что-то от цены, потому что когда я пробовала те же полихромосы, у них происходит почти то же самое. То есть некоторые цвета бывают бледные, сложно накладываемые, а есть, наоборот, очень яркие, насыщенные, с которыми легко работать. Я думаю, мы можем приступить к скетчбукам. Art Creation Royal Talens, он 12×12, бумага не супер плотная, поэтому не совсем подходит для акварели, но для других материалов она прекрасно подходит. Например, тут я использую обычные карандаши, цветные, маркеры, акриловые, также масляную пастель. Сухой пастелью я тоже, кстати, пробовала тут рисовать. Сейчас попробую вам найти этот рисунок. Тут немного пастели обычной и цветных карандашей.
Этот скетчбук идеальный для того, чтобы его брать с собой в походы. Он помещается абсолютно в любую сумочку, на самом деле. Поэтому, не знаю, это пока мой любимый такой размерчик. Это мой уже 3-й либо 4-й скетчбук, на самом деле, я уже не помню, но мне очень нравится в них работать. Вот. Следующий скетчбук — это Moleskine. Вот. Я купила по ошибке случайно не тот, который я хотела с более плотной бумагой. Вот, но купила с более такой, даже я бы сказала, прозрачной бумагой. Ну, в общем-то, не жалею. Следующий скетчбук, который тоже подходит для графики. В них я, кстати, очень редко работаю цветным материалом акварелью, потому что, чтобы рисовать акварелью, нужна вода. А вода для тонкой бумаги не совсем подходит, потому что предпочитаю использовать все-таки для акварели специальную бумагу, подходящую для нее. Это скетчбук от Sakura, если не ошибаюсь, размер А4. Тут я обычно рисую карандашом. И тут даже есть масляная пастель, немного акварели, но, конечно, в основном это графика. Возможно, скоро будет на него обзор. Если хотите, пишите. Если вы заметили, то в скетчбуках некоторых были цветные элементы, их я обычно делала вот такими мелками. Это обычная масляная пастель, не очень дорогого бренда Moonglow Gallery Oil Pastel. И что могу сказать, она прекрасная, у нее красивые цвета, и я купила себе небольшой наборчик, но взяла с собой не все цвета, вот. Но в целом я этой пастелью довольна, и мне нравится добавлять такие яркие акценты. Ну и что, я думаю, мы готовы приступить к акварели, а то есть это бумага и сама акварель. В данный момент это наборы от Daniel Smith, но это просто кейсы, внутри же я создала собственные сеты. Они в основном состоят из той же акварели Daniel Smith, но есть парочка от Rembrandt. Они выглядят сейчас примерно так. Тут тоже была выкраска, но я, к сожалению, оставила в другом месте. Вот, ну и сломала немного этот кейс. Но от этого он не становится менее крутым, потому что очень компактный, удобный, много цветов влезает, и в целом я довольна. Но я недовольна немного выборкой цветов, потому что я думаю, этот сет не супер универсальный, поэтому, когда я создам универсальный сет, то я, скорее всего, смогу уже поделиться и сказать, какие конкретно цвета я положила в него. А, кстати, пока не забыла про такую маленькую деталь, я использую вот такой спрей для того, чтобы спрыскивать палитру и все. Для того, чтобы спрыскивать палитру. Это бумага для акварели Sanders Waterford. Это такой вот скетчбук. Мне очень понравился он вот своими корешками, я не знаю, что это, краями, которые выглядят так круто и прикольно. Короче, это очень атмосферный скетчбук, потому что мне так приятно в нем работать и хочется еще и еще. Вот, но я его закончила, поэтому не знаю, когда я смогу приобрести подобный, потому что в России я, по крайней мере, его не видела. Использую я его, как вы видите, для акварели, тут только она. Поэтому, если хотите обзор на этот скетчбук, то напишите в комментариях. Также есть моя постоянная бумага для акварели, это Canson Moulin de Roy, я тоже ее беру в поездки, она влезает в мой чемодан, и это вот такая бумага, 100% хлопок. Они изменили свое производство, хотя типа там год-два назад они были немного другие, но тем не менее, они от этого не хуже, на самом деле, потому что я уже привыкла к тому, как себя ведет бумага, и вот могу показать одну работу, выполненную именно на ней. Текстура здесь Grain Fin, если не ошибаюсь, и мне нравится она больше, чем сатин, потому что сатин мне нравится только у Winsor & Newton. Следующая бумага это как раз-таки Winsor & Newton. Hot Press. Тут я еще не рисовала, потому что это новая склейка. Дома у меня лежит размер побольше, и на нем я уже практиковалась. И бумага Arches это просто... Я не знаю, я ее давно купила, потому что она была у всех, я решила попробовать ее. У меня не получались на ней работы, но в целом мне нравится делать на ней что-то такое. Вот. Вся бумага, которую я вам сейчас показала, на самом деле у меня ее намного больше для акварели, но я решила показать только ту, которая мне действительно нравится и которую я использую прям регулярно и постоянно. У меня есть вот такой последний скетчбук, он получается, я не знаю, как этот бренд называется, потому что там что-то 3-4 символа. И тут я использую уже разные материалы, это акварель. Ну, тут, кстати, много акварели, но это дурацкие какие-то рисунки, просто не могла тут разогнаться и пробовала нарисовать что-то другое, помимо портретов. Также вот тут есть и работа, выполненная пастелью. Выполняла я ее пастелью Rembrandt. И, ну все, тут было 2 попытки, если не ошибаюсь. Это первая, это вторая. Вторая не закончена, потому что мне не понравилась почему-то первая. Хотя, кстати, сейчас я смотрю, и это выглядит довольно-таки неплохо. Вот вторая уже более такая, я бы сказала,
смазливое и аккуратное, что ли. Я покупала его специально для сухой пастели, потому что увидела у одной художницы, что она работает в нем именно сухой пастелью. По сути, эта бумага идеально подходит для нее, и с ней легко работать, и пастель не осыпается. Следующее будет акрил. Акрил я в поездках обычно использую вот такой вот маленький, потому что это удобно и практично. У меня есть палитра, но я ее уже убрала в чемодан, поэтому, к сожалению, не смогу ее показать. Но я взяла с собой не так уж много цветов. Следующее, это более интересное, это масло, и оно не обычное, а водорастворимое. Это означает, что вы можете не использовать всякие растворители и химические штуки, чтобы использовать его. Достаточно просто воды, но при этом, когда оно высыхает, оно никогда не смоется с помощью воды, чтобы вы понимали разницу. Потому что многие думают, что типа, если оно водорастворимое, значит оно растворяется в целом всегда. Я люблю это масло, потому что я могу им спокойно рисовать в поездках и не боясь за вонь, и не бояться за то, что мне нужно с собой возить очень много баночек с разными штуками. И для того, чтобы рисовать маслом, я использую вот такие вот холсты. Решила попробовать также холсты от Jackson's Art, это магазин. Тут есть такая небольшая работа для примера. И также я в России обычно покупаю вот такие тоже маленькие холсты в красном карандаше. Сейчас тут где-то должна быть название. Просто типа творческая компания «Художник». Холст на арголите, грунт акриловый 10/15, хлопок 100%. Вот, такие холсты я покупаю обычно в красном карандаше. И, наверное, было бы интересно добавить про кисти, раз я уже говорю про такие материалы, которыми без них не порисуешь. И я постараюсь выбрать мои любимые кисти и показать их вам. Первые кисти я использую для масла и акрила. Это, кстати, еще вот такие использую. Они какие-то супер дешевые, если не ошибаюсь. Просто покупала их на Jackson Art. Вот так они выглядят. Просто обычная какая-то щетина, вполне себе приемлемая. Это Winsor Newton, просто покупала какой-то набор кистей, использую их для акрила и масла. Выглядят они примерно так. Следующие кисти, которые я использую для маленьких деталей, это Daler Rowney, она вот с таким кончиком. Эту, кстати, чаще всего использую для того же самого акрила, но на самом деле мне больше всего нравится рисовать вот такими, грубо говоря, плоскими кистями, потому что их как-то проще контролировать на самом деле. Подобными кистями легко набирать первые слои, первый тон, потому что с ими можно заполнить большое пространство. Ну, как и этими, между прочим. Так, это тоже акварельные. И для маленьких деталей я использую вот такую маленькую кисточку от Escoda. У нее на самом деле белый наконечник, но он уже не белый, немного потрепанный, хотя я умывала кисть, видимо, делала так неправильно, но в целом начала стараться ухаживать за кистями и мыть их после того, как порисую. Ну и последняя кисть, на самом деле я для масла и акрила покупаю рандомные кисти, и все это выглядит примерно так. На самом деле выбираю их по картинки, то есть выглядит красиво-некрасиво, и потом уже, когда они приходят, я уже думаю, буду ли я покупать это еще раз или нет, потому что все-таки нельзя понять по картинке, какой мягкости и твердости будет ворс. Что касается акварели, это, наверное, мой основной набор, который я использую сейчас. Это кисти в основном от Pinex. Выглядят они примерно так. Это Pinex High Tech. Мне нравится их черный корпус и их эластичная, в общем-то, синтетика. Это кисть Da Vinci Casa Neo. И очень крутая кисть. Я хотела купить еще, но, к сожалению, их не было в наличии. И еще такая же кисть от Da Vinci, уже белочка, натуральный ворс. Ну и последняя, наверное, это кисть от Winsor Newton, серия 7. На самом деле не нашла ее в продаже, мне ее подарил Winsor Newton. И мне очень нравится, она для маленьких работ, для лессировки очень круто подходит. Ну, наверное, завершающее — это всякие вещи для того, чтобы завершить работу, а именно детали, блики или, наоборот, сделать что-то темное, например, черный насыщенный глубокий фон. Я использую вот такую гуашь от Шминки, мне очень нравится. И также я забыла свою белую гуашь, я купила здесь Шминки уже белую, написано анельская гуашь. И в целом я ее использую для того, чтобы делать блики и всякие белые акценты. Я очень редко использую маскирующую жидкость, чтобы вы знали. Для тех же самых вещей у меня есть белый маркер от
Posca. Он выглядит примерно так. И у него вот такой вот наконечник. Им можно делать тонкие линии. Но, кстати, этот почему-то белый у меня как-то засыхает, а вот черный, он всегда выглядит таким влажным. Я не знаю, видно это, не видно. Вот, если сравнивать. Наверное, не видно. Ну и просто интересные маркеры. Это последние. Молотов и те же Posca другого формата я использую просто для таких же ярких акцентов, как и масляную пастель. Ими рисовать можно на любых поверхностях, они акриловые и достаточно хорошо держатся. Знаете, заодно, раз я сегодня говорю про материалы, я бы хотела поддержать и свой любимый магазин, где я часто покупаю творческие материалы, и также они мне помогают. И я хочу поделиться с вами промокодом на скидку для того, чтобы вы смогли купить свои любимые материалы намного дешевле и тем самым поддержать магазин, для того, чтобы он оставался на плаву после всего, что происходит в мире сейчас. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Я благодарна вам за то, что вы дошли, выдержали этот видеоролик. Не знаю, я пребываю в каком-то странном настроении и не хотела бы на него жаловаться, поэтому просто поставьте лайк, дизлайк, напишите свой комментарий, что вы думаете об этом видео, и есть ли у вас такие же материалы, как у меня, или нет. Потому что мне интересно узнать, возможно, у вас есть те же самые арт-материалы, но они вам, например, не нравятся, или вы ими пользовались, и они вам не понравились. То есть мне интересно узнать просто какое-то другое мнение, которое отличается от моего. Вот и все. Так что всем пока, спасибо, что были со мной, и все.